Ситуация на Ближнем Востоке, которая тревожит многих людей, можно сказать, весь земной шар, все осознанное население. Почему Америка напала на Иран и чем это закончится? Но в данном раскладе, втором раскладе, мы рассмотрим, каковы силы, убеждения этих стран, ну и примерное развитие событий. С одной стороны, можно сказать, что такие события были предрешены, что такие события не новость для Америки. Если вы наберете в поисковике военные действия, которые развязали Соединенные Штаты Америки, то вы увидите довольно внушительный список. Это все происходило, можно даже сказать, постоянно. Просто единственное, в эпоху нашего цифрового развития нам это сейчас доступно в полной мере, даже можно сказать. Если раньше наши бабушки и дедушки все-таки не могли знать досконально, что происходит в данный момент, кто виноват и в чем проблема, то сейчас это легко, все можно найти и составить свое мнение. Да даже, можно сказать, уже никто ничего и не скрывает. Все открыто говорят, что Америка хочет нефти, придумывает разные предлоги под видом, что может быть у этой страны больше оружия, чем они могли бы себе позволить. И вот под такими выдуманными предлогами страна нападает на другие, мало еще развитые страны. Единственное, что в этом вопросе вызывает недоумение, это почему так ведут себя эти страны, которые ввязываются в бой с Америкой. Взять тоже Венесуэлу. Мадуро очень долго кричал о своих правах, о своей независимости и даже впрямую призывал президента в свою страну. «Приходи, мы с тобой поборемся». Это выглядело с одной стороны неуместно, но с другой стороны у человека, казалось, есть то, чем он может воспользоваться, чем он бравирует. Это только так казалось. И вот этот как раз момент и вызывает недоумение, что это все свершилось, что американцы буквально физически высадились, как это вообще возможно, в страну, и притом при всем еще украли главу этой страны. Как такое возможно? Но сейчас речь не об этой ситуации, а о ситуации Америка-Иран. Здесь другая страна, но и здесь как раз мы посмотрим вот эту силу. Стоит ли бравировать так же, как Мадуро, либо действительно молчать и терпеть, и соглашаться на некие перемирия. Какой силой и мощью в действительности владеет страна Америка, потому что говорят они многое, говорят, что они непобедимые, что оружие у них просто на века. Но сегодня, когда все факты в принципе-то известны, кому нужно это все может досконально узнать с точностью до единицы, это выглядит как-то по-детски. Давайте узнаем эту силу и мощь этих стран. Ну и предположительно, к чему эти страны могут прийти в ближайшем будущем. Итак, страна Иран. Далее возьмем ситуацию для страны. Вот она выбегает, эта страна, которая ничего не скрывает и хочет нам сообщить. Карта манипуляции вышла, что с их стороны сплошная манипуляция и давление. Вот такие кукловоды. То есть речь идет о стране Америка. Мы сначала возьмем карты, которые расскажут нам силу, мощь, потенциал страны Иран. Я сначала выложу все карты, а потом уже будем смотреть. Я не рассказываю по одной карте, потому что одна карта ни о чем не говорит. Каждая карта несет в себе заряд как положительной, так и отрицательной энергии. Поэтому по одной карте невозможно сказать,
о настоящем, который происходит здесь и сейчас. Далее, давайте еще возьмем сразу страну Америка. Их потенциал, их возможности, их желания. Как интересно, воин вышел, война идет в Иране. Ну, это еще карта, конечно, говорит, что люди будут сопротивляться, организовывать военные действия. Итак, карта сущности. Есть у них, кстати, тайные враги, может быть, даже у Ирана в кругу их тесного общения, то есть скрытые агенты в их стране, которые могут привести к этим коллапсам. Ну, в данном случае Америка поднимает бунт и зовет иранцев противостоять нынешнему режиму. И вот такие люди как будто бы есть. Ну и десятка здесь мечей. В данном случае десятка мечей говорит о большом количестве таких людей. Такие люди есть, с этой сущностью нужно бороться. И далее карта косы будут бороться. Ну и много жертв, конечно, тоже ожидается еще в перспективе. Далее тройка мечей. Ситуация, конечно, довольно патовая. Вот буквально как будто много жертв. Таких вот людей, невинных даже, можно сказать, людей. Детская смертность даже здесь выходит. Много людей, кто в этом не замешан. В основном еще такая темная масса людей находится в этой стране, которой вообще все равно, чем бы это ни закончилось. Для них главное повиноваться той мощной энергии, которая собирает их против правительства. Но пока можно сказать, что правительство будет, в принципе, стоять до конца, несмотря на то, что это большая боль, это большие потери. И еще у нас есть карта воительницы. Вот смотрите, две карты, воина и воительницы. Иран готов отстаивать свои убеждения, свою страну, свою независимость. И пятерка еще мечей, вот она, война. Готов, Иран готов на эти жертвы и готов собирать вокруг себя коалицию людей, которые будут их поддерживать. И вот фортуна им будет помогать, колесо удачи. Ну вот какой-то воин, может быть, какая-то страна им хорошо поможет. Удача придет в их жизнь, и колесо повернется. Ну давайте смотреть, в какую сторону. Здесь есть лестница вверх. Они движутся вверх, и, между прочим, две лестницы. В ближайшем будущем их ожидает 2 победы. Вот такие мощные, сокрушительные. Ну и рыцарь кубков. Вот они на гребне волны. Буквально они получают сатисфакцию. И пятерка еще кубков. Но есть и жертвы, конечно. Есть обиды, жертвы, что все это незаслуженно. И далее еще у нас есть карта распутья. Будет стоять страна на распутье. И, возможно, будет мириться, потому что есть еще такая энергия, четверка мечей, когда нужно примириться с обстоятельствами и нужно подождать. То есть следующий шаг после этих побед, осознание потерь, страна идет как будто либо на примирение, либо будет что-то меняться в будущем. Но есть пауза. После мощных военных действий, после привлечения союзников, помощи и после мощной победы, есть варианты победы, страна может немножко уступить, но это будет для нее достаточно выгодно. Далее Америка, карта зеркала. Америка смотрит на всю эту ситуацию со стороны. Вот сама Америка же не задействована здесь.
Сами американцы живут себе спокойно, все города спокойны, никто их не бомбит, а бомбят в ответ на действия Америки базы, которые расположены близко от Ирана. И, между прочим, очень странно, вот на мой взгляд, очень странно возмущение этих стран. Но как вы хотели, вы разместили у себя контингент американского военного, оборонительного, такой вот момент защиты. А защита-то кого? Не вас, не вашей страны, а защита Америки. Если вы расположили базы НАТО у себя в стране, будьте готовы, что эти базы будут бомбить. Вот просто будьте готовы. Для чего эти базы были расположены? Для того, чтобы бомбить другие государства. А как другим государствам защищаться, если с этих баз летят снаряды в их страну? Причем просто так, в один миг, без объявления, без предупреждения. Ну вот здесь такая карта зеркала. Можно сказать, что Америка смотрит разносторонне на эту ситуацию. И в этом им помогают вот эти вот базы, которые находятся в странах. Страдают не сама Америка, страдают те страны, в которых расположены эти базы. Очень много сейчас уже новостей о том, что сами военнослужащие, которые находятся на этих базах, для них это был сюрпризом. Эти удары для них были сюрпризами. Их никто не предупредил. Все было шито-крыто. И те, кто пострадал, американские военнослужащие, они пострадали совершенно случайно. Именно для них. Они не знали, что происходит. Еще карта императрицы тоже говорит об этом. Что базы эти, которые расположены в тех странах, которые приближены к Ирану в данном случае, это хозяева жизни. Далее карта усыпальница. И рыцарь Пентаклей. Но денег достаточно. Вот эти базы хорошо вооружены. Все было уже готово к этим действиям. Все укомплектовано. И вот Америка вполне себя хорошо чувствует в этой ситуации с нашим рыцарем Пентаклей. Они даже чувствуют себя, ну, как будто на своем месте, в своей родной стихии. Военные действия – это их родная стихия. Далее карта башни. Ну, некая победа, да. Они думают о том, что они высоко стоят, что они неприкасаемы, что это очередная их победа. И что так и нужно было сделать. Туз мечей. Очень воинственная страна. И если мы смотрим в Иране, пятерка мечей, тройка мечей, десятка мечей, то на Америку выходит туз мечей. Вот этот вот меч, который они подняли. И подняли буквально на святыню, на святых людей. Вот карта башни в данной колоде говорит о хороших каких-то моментах. Но эту башню именно вот этим мечом как будто подрезают. Это с одной стороны, с другой стороны высокие идеалы Америки. Они как будто борются, и об этом сообщают, что они борются за жизнь своих сограждан. А кто-нибудь скажет вот до этого момента, какие штаты Америки подверглись бомбардировке Ирана, допустим? Кто угрожал Америке? Кто-нибудь может сказать? В данном случае Америка считает, что они правы, что именно так все и произошло. Вот как в их боевиках, какие фильмы они создают. Есть такой агент, который борется со всем злом, и непонятно каким образом он, конечно, побеждает. Когда его ранят 150 раз, когда его взрывают 200 раз, когда его бьют головой об стенку еще 500 раз, он выходит живым, невредимым, и все заканчивается хэппи-эндом и победой этого агента. Вот примерно себе так эту ситуацию жизненную вообще представляет Америка. Далее у нас есть карта треугольника, карта нерешенности вопросов, в которые входит Америка после вот своего амплуа, после того, как они могут загордиться какой-то вот этой вот победой, временной победой, потому что есть страдания народа, и эти страдания иранского народа для них как будто прямо как масло на хлеб. Но потом они осознают, что идет что-то не так, что-то пошло не так. И, кстати, вот здесь вот у Америки может идти предатель.
Ну, либо их просто может одолеть сомнение, что у них просто не хватит сил, что к этому времени, вот где-то к середине пути, на своей успешной, можно сказать, в кавычках, деятельности, они могут встретить сопротивление вообще большого количества сообщества людей. Сообщество может подняться, поднять смуту. Этого они боятся. Это главная карта в данном случае. Если карта воина у Ирана, главное, они готовы защищаться, то карта треугольника для Америки главная. А карта треугольника — это сомнения, это третьи люди, которые вмешиваются и нарушают их ход событий. И далее есть у нас четверка жезлов. В данной колоде четверка жезлов, как будто человек находится в том месте, которое его в принципе устраивает, но так как это у нас специфическая колода, вокруг него находятся зомби. То есть в центре событий находится Америка, а вокруг нее неразбериха. Пока здесь нет никаких действий, потому что находится Америка в растерянности. Они не агрессируют, им здесь ничего не угрожает. Единственное, у них нет твердой почвы под ногами. Здесь могут заканчиваться либо их оружие, либо действительно какие-то люди вмешаются. Есть сомнения, двигаться ли дальше, хватит ли у них сил. Далее карта крест. Вот по судьбе они несут свой крест. И что бы это означало? Тройка кубков. В данной колоде тройка кубков означает, что человек женится по любви на зомби. Ну, в данном случае здесь можно трактовать таким образом, что им по судьбе, тем более еще карта здесь выходит на Иран, лестницы победы, иранской победы. И как будто делает вид Америка, что то, что будет происходить дальше, после вот этих сомнений, может быть какое-то перемирие, либо победа иранских войск. Это все как будто так и предназначено, так и должно быть. Нам это нравится. Да, мы к этому и стремились. И даже можно на этом поставить точку. Мы этих людей напугали, где-то в предыдущем периоде на шаг назад. Мы их напугали, потом идет сомнение, нам не хватает чего-то, и мы делаем вид, что мы победили, нам все нравится, мы ставим крест. Далее есть у нас еще карта подарка. И туз пентаклей. Такой вот неожиданный шанс Америке выпадает, может быть, и закончить какое-то мероприятие, потому что здесь же и выходит ситуация окончания у Ирана. Иран выходит на новый уровень. Здесь такая возможность, конечно, у Ирана, потому что две лестницы вышло. Сначала победить, но с большими потерями, а потом перейти как будто на другой уровень. Сначала победить, этому быть довольным, а потом как будто следующая лестница, следующий этап. И вот на следующем этапе, ну, идут жертвы. А Америка рада этому. Для них это вообще сюрприз. Так что вот идет какой-то переломный момент здесь для этой ситуации. Но мы это посмотрим чуть дальше. И пока на этот период, который мы смотрим, ситуация будет развиваться следующим образом. Между прочим, Америка закончит. Такое впечатление, что Америка закончит еще двойка кубков. Закончит эту ситуацию, вернется к себе домой, оставляя Иран на распутье. А вот для Америки, ну, все как будто складывается хорошо. И даже действительно какое-то перемирие выходит. Для Ирана это будет затишье, если будет перемирие. Для Ирана это будет затишье, ну, может быть, перед следующими бурями. А для Америки это как будто будет победа. Ну, они любят делать вид из любой ситуации, что они победители. Что именно этого они и хотели. Если они планировали запустить 1000 бомб, а у них получилось запустить 20 бомб, ну, к примеру, то они будут говорить о том, что они хотели запустить именно 20 бомб. Еще можно здесь сказать, что Иран на сегодня находится, конечно, в такой ситуации темноты, в режиме экономии. Карта здесь вышла. Многого не хватает, ни денег не хватает, ни ресурсов не хватает. И к чему они должны прийти, ну, на ближайшее время.
какой-то вот результат здесь выходит такого вот перемирия. Все-таки достижение их ожидает, все-таки идет пополнение. Особенно пополнение может идти где-то в середине периода. Ну вот такой вот расклад обычно, ну, проходит на месяц. Давайте так, возьмем на месяц, потому что президент Америки может действовать по закону их страны в районе месяца на свое усмотрение. А потом ему уже нужно брать разрешение Конгресса и так далее. То есть у них такие законы. И вообще он любит воевать очень быстро. Поэтому эта ситуация примерно на месяц. И вот через месяц какие-то достижения у Ирана будут. Они здесь восполняют свои ресурсы. Это может быть и оружие, это может быть и какие-то финансы. Ну и это какое-то перемирие тоже возможно. Для Америки эта ситуация выглядит как манипуляция, действительно, как давление на другое государство и на мнение вообще общества. И они все пропускают вот через свои чувства, то есть через свои амбиции. Главное для них это, чтобы их сердце гордилось за свою страну. То есть неважно, сколько будет потрачено денег, а самое главное, неважно, сколько будет жертв. Главное, чтобы их сердце было спокойно. Я манипулирую, я дергаю за ниточки, я ставлю условия. Ну и что же в итоге их ожидает? Вот еще карта воздуха здесь выходит. Их ожидает, ну вот какая-то, может быть, действительно предварительная победа. И каким-то образом удастся все-таки договориться. Продвижение. Здесь карта продвижения. И здесь много воздуха, много общения. И они уже в предвкушении будут своей победы. То есть здесь есть победа Ирана. Ирана победа в том, что они устояли, что они остались на своей земле. Вот для них важна будет земля, их ценности. А для Америки это промежуточный этап. Это этап быстрых каких-то действий, может быть, каких-то договоренностей. И они быстро как будто даже меняют вот свое мнение. Опять же повторюсь. Если они пообещали 500 бомб, а выпустили 20, то вот эти 20, как будто они будут говорить всем, что они как раз и хотели выпустить. И на этом все. Даже будут говорить, что мы их запугали, что победа на нашей стороне. Здесь дело в том, что пока нет такой информации, чтобы поменялась, допустим, власть в стране. Хотя, возможно, потому что две лестницы. И где-то в середине пути даже, может быть, американцам помогут вот эти люди, которые выступают в роли тайных агентов, которые живут, находятся в Иране, которые здесь у нас вышли изначально. Вот такие люди могут подвести Иран. Ну, это предатели, в простом выражении. Предатели, люди, которые работают на Америку. И вот такие люди могут появиться. И как будто даже Америке здесь не нужно много прилагать усилий. Но это будет не сразу. Таких людей сначала могут подавить, одержать какую-то победу все-таки иранцы. Но потом еще есть вариант развития событий. Вот два развития событий идет в Иране. Где-то к концу этого периода. Сначала они побеждают, у них появляются союзники, а потом они могут, ну, допустим, договориться. Но какая-то ситуация сходит на нет Америки. Это на руку. Она делает вид, что так и должно было быть, что это для них и сюрприз, и радость. И они возвращаются домой. А вот иранцы находятся на перепутье, на распутье. Ну, давайте еще узнаем все-таки. Вот это вот перемена. Перемена чего? Это внезапный момент перемирия, уступать свои границы, либо это что-то другое. Но принимают вот иранцы как будто вот эту ситуацию. Идет перемирие, может быть, не очень выгодное для Ирана. Хотя доля победы все-таки есть у иранцев. А что это будет? Вот в чем же заключается вот эта неприятность? Ну, карта дьявола, конечно. Может быть, здесь какая-то выгода будет.
Дело в том, что в этот момент, когда меняется ситуация, после победы Ирана меняется в корне ситуация. Это может быть победа какая-то и местечковая, но это существенно для Ирана, а для Америки это очень выгодная позиция, чтобы поставить точку на конфликте. Но здесь пока карты говорят о том, что есть манипуляции, есть какая-то выгода, большая выгода. Ну, для Ирана это и может быть ситуация, когда они побеждают, но при этом при всем большими жертвами и большим количеством оружия. То есть оружие может идти на пределе. И здесь выходит момент того, что как будто иранцам придется уступить, но после победы. И в это время как раз американцы понимают, что это очень удачный момент действительно все закончить и рассказать всему миру, что они победили. Выгодно это будет для Ирана, невыгодно. Самое главное в данном случае, иранцы смогут после этого сохранить свои устои, сохранить, можно сказать, свою историю. Они этого не забудут, и они, конечно, будут думать потом в дальнейшем о мести, потому что очень много боли, очень много жертв. Вот у Америки вообще, можно сказать, нет жертв. Единственное, что у Америки где-то в середине пути они просто осознают свою некомпетентность, свою невозможность, что это затягивается, они не хотят этого делать, они не хотят много денег тратить. То есть это люди такие поверхностные здесь выходят. А вот иранцы, они бьются за свою землю, они организовывают весь процесс. И в итоге такая ситуация может сложиться, что как будто идет перемирие. Это будет выгодно, с одной стороны, иранцам, чтобы сохранить то, что осталось, а американцам, чтобы объявить о своей победе. Ну, карты такие выходят, потому что здесь и дьявол, и тройка здесь есть жезлов. Некие переговоры, некие перемирия, и семерка пентаклей, обещание, что у нас все получится, что мы все закончим, и начнется новая жизнь. Итак, чтобы подвести итоги, можно сказать, что после бурных событий, военных событий, иранцы в какой-то степени здесь победят, и даже, возможно, помогут им какие-то вмешательства соседей, друзей, партнеров. И появится вот эта вот лазейка, можно даже так сказать, появится лазейка найти пути отступления. Но для иранцев это будет, ну, конечно, как боль навсегда. Давайте узнаем чуть-чуть, вот возьмем 3 карты, что в дальнейшем, даже после какого-то перемирия, если такое состоится, по нашим картам оно должно состояться, а в дальнейшем что ждать иранцам? Ну, придет, может быть, новый какой-то начальник. Ну, вот король мечей у нас здесь выходит. Такой персонаж на Байдена похож. Карта силы, карта шут. Да, новые обстоятельства входят в жизнь иранцев. Может быть, и новый. Как будто даже могут уступить. Ну, давайте узнаем. Но здесь еще такая ситуация выходит, как будто может прийти какой-то новый руководитель в эту страну, в страну Иран, новое правительство. Но это правительство будет изгонять. Даже вот здесь такая ситуация идет, отравление. Этого человека могут отравить, и все, и опять может возникнуть ситуация, когда придет то руководство, которое сейчас. То есть возможность есть примирение на тех условиях, которые ставят американцы, и как будто поневоле придется иранцам соглашаться, хотя они здесь очень отважны, они еще смогут за себя постоять, но придет момент, когда им придется уступить. Делать они это будут не из лучших побуждений, а из-за того, что, ну, большие жертвы. Для них важна земля, для них важен их строй, их, можно сказать, менталитет, чтобы никто не вмешивался. Да даже если вариант такой, что придет новое правительство, то это правительство, ну, скоро нивелирует. Против этого правительства очень большие и мощные силы будут выступать местного народа. Даже если и сменится власть, то она долго не продержится. Вообще такие расклады делать на будущие события политических действий очень сложно. И еще это делать сложнее для стран Востока, потому что страны Востока имеют свой собственный неповторимый менталитет. Что для нас важно, для них не важно, а что для нас не имеет перспективы, для них просто немыслимо поступать по-другому, потому что у них религия своя собственная, потому что у них свой собственный менталитет. Да даже ситуация та,
как погиб глава этой страны. Он не прятался в убежище. Любой руководитель страны, светского государства, обязательно бы ушел в убежище. Но это инстинкт самосохранения, это, в принципе, даже может быть и к лучшему, чтобы руководитель-то никуда не делся этой страны. Но он не ушел в убежище, он буквально пал смертью храбрых, он, возможно, даже это сделал специально, вот такой у них менталитет. Не прятаться перед лицом врага, потому что за ним стоит вся страна, она на него смотрит. Как он думает, как он действует, что он проповедует, так должны думать все жители его страны. В этом и заключается смысл их идеологии. Ну, вот такая ситуация у нас здесь выходит, поэтому, с одной стороны, довольно сложно, но с другой стороны, здесь все карты говорят, что Иран все равно останется на своей земле, для них важна их земля, их дом, их вера, никуда не денется их дух сопротивления, и в дальнейшем они даже, может быть, станут более сильными. Потому что Америка сегодня одно говорит, завтра другое. Ну, в Америке даже и президенты меняются, потому что еще через годик придет другой президент, и новая метла будет мести по-новому. И тогда у Ирана появится возможность укрепить свои позиции. А такая возможность обязательно появится, потому что карта очага, карта дома и очень много земли. Люди этой страны очень твердо стоят на ногах. И в дальнейшем они будут укреплять свои позиции.